Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане всегда была громким событием в мире фэшн-искусства. Вот и на этот раз здесь состоялось несколько потрясающих шоу, одним из которых я назову презентацию коллекции «Весна-лето 2024» модного дома Prada. Несмотря на неустойчивую и тревожную атмосферу нынешних реалий, итальянская мода очень бодра и чувствует себя превосходно. Показы собирают толпы поклонников, и Prada здесь в абсолютных лидерах. Первоклассная презентация пусть и оказалась по сет-дизайну один в один схожей с предыдущим дебютом мужской линейки бренда, но все так же заслужила одобрение и бурной овации зрителей. Идейное вдохновение – то, из чего состоит любое модное шоу. Но не для Prada. В новом сезоне талантливый дизайнерский дуэт исключает идейность, игру с кодами и архивами дома, чтобы продемонстрировать искусство тейлоринга и ремесла. «Я устала говорить об идеях», – утверждает Miuccia Prada. Давайте поговорим об одежде. Именно она – наша работа. Ну что же, друзья, давайте поговорим. Как вы уже наверняка заметили, стартовал показ с модного образа, основой которого стал приталенный силуэт. Широкоплечий блейзер с наглаженными лацканами и длинными рукавами, дополненными манжетами, как на рубашке, был заправлен в короткие шорты с высокой посадкой. Талию обозначили кожаным ремешком с минималистичной пряжкой, а плечи покрыли тонким воздушным платком, чтобы скрыть угловатость, смягчить линии, добавить образу немного легкости и романтики. Подобный аутфит еще не раз повторился в коллекции, лишь иногда менялись составляющие. К примеру, шорты вытеснили зауженные в щиколотках брюки. Вместо жакета дизайнеры предлагали рубашку с декоративной бахромой, на которой, благодаря сложным технологиям, напечатан цветочный узор. Или же это был трикотажный свитер поло, усеянный стеклярусом, стразами либо металлическими люверсами. Важное место в новой линейке занимают платья в оттенках светлой пастельной гаммы. Создавая именно эти воздушные, невесомые наряды, Miuccia Prada и Raf Simons максимально постарались выполнить поставленную перед собой задачу о легкости и плавности, о движении материала, который, с их слов, просто невозможно представить как твердый. Наряды из шелкового газара и нескольких слоев тончайшей органзы словно парили над подиумом, будто туманная дымка ранним утром. Складывалось ощущение, что их невозможно ухватить руками. Волосы моделей скрывала повязка чулок. Кто-то из зрителей даже недобро фыркнул, как у колхозниц на картошке. Но нет, здесь все не так просто. На мой взгляд, в данном решении сказалась любовь Prada к минимализму и попыткам главный акцент сделать на одежду, а не на прическу. Из самых интересных деталей я бы хотела отметить необычную бахрому, которую теперь по смелой задумке дизайнеров можно даже добавить в аутфит в роли отдельного съемного стильного аксессуара. Из цветных бисерных нитей бахрома украсила рубашки и платья. В металлизированном золотом либо серебряном исполнении тонким ремнем она фиксируется на талии, создавая эффект многослойности. Несколько слов скажу о верхней одежде. В модный гардероб на весну бренд включил объемные куртки, катоновые либо сшитые из кусочков кожи. Подобные в тренде были где-то в 90-е. И как тогда, они слегка заношены, потерты и края потрепаны. Что неплохо сыграло на контрасте с полупрозрачными юбками, изящной обувью, где последняя привлекла внимание элегантными остроносыми лодочками на шпильке. Не менее хороши мюли конфетных оттенков с квадратным мысом и на каблуке в форме треугольника, повторяющего логотип бренда, а также брутальные туфли на толстой подошве в миксе с черными носками. В фэшн-индустрии многие поговаривали о творческом кризисе дизайнерского дуэта Simons и Prada. Но я уверена, эти опасения не оправдались. А ваше мнение о коллекции, друзья, я с интересом жду в комментариях. Большое спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Всем моим зрителям вдохновения и красоты, нескучного дня и теплого, солнечного настроения.